Всем привет! С вами снова Илья, и сегодня вместе с вами отправимся в заброшенный подземный объект. Приятного просмотра! Нашли вход в этот объект, вот он. Сейчас будем пробовать залазить. Здесь поднимали зерно, спускаемся ниже. Весело. Перетекаем ниже под своим весом. Железо гнилое. И внизу уже тот самый ствол. Ну что, вот он вход. Там находится спуск на порядка 150 метров. И мы спускаемся ниже. Че, погнали, Коля. Кстати, судя по звукам, внизу кто-то есть. Ну нахер. Вот, надеюсь, это не охрана, а тоже какие-нибудь такие же туристы, как и мы. Время не пощадило. Металлические конструкции, они все практически превратились в труху. Но кабеля еще на месте. Спускаемся ниже. А вот шнек, по которому зерно поступало в зернохранилище. Здесь оно под своим весом ссыпалось вниз. Здесь вот сломанная лестница. Приходится спускаться аккуратно. Налево, Коль. Налево по забору. Да. Цель. Так. Ну, здесь из шнека зерно попадало на конвейеры. Здесь у нас, здесь, я так предполагаю, висел телефон, который уже сняли. Цель конвейеры. Спустились мы на нижний уровень зернохранилища. Открыто оно было в 1967 году на месте бывшей выработки по добыче гипса. В настоящий момент оно, по одним данным, заброшено, по другим данным, находится в замороженном состоянии. А полезный объем хранимых здесь материалов 750 тысяч кубических метров. Конвейер довольно большой протяженности.
просто огромная. Камера не передаст этого. Здесь, я так понимаю, дежурит человек, который следил за работоспособностью конвейера, в случае чего экстренно их останавливал. А вот блоки управления. А? Пожарный ящик. В случае возникновения пожара там песок, огнетушители. Песок. Здесь просто огромный зал. Что, пойдемте ниже. Так, здесь ссыпалось зерно с конвейера. Дальше уже колесной техникой перемещалось по складу. Это электрическая часть. Как видите, все на месте. Сложно представить, что под землей находится целый город. Наш? Угадайте, что это за желтые двери. Там находятся туалеты. Расположен туалет типа сортир. Обозначены на схеме буквами М и Ж. Не досвечивает аж до конца. Это тоже где-то хранилище 17-е. Ого. А вот те как раз производственные помещения, которые там были. Судя по карте. Объект очень в хорошем состоянии. Хоть и прошло уже больше 20 лет после его закрытия, а такое ощущение, что люди здесь были только вчера на своих местах и производили работы. И в целом это все функционировало. Это сварочный цех здесь был. Здесь, судя по всему, хранились баллоны с кислородом и с пропаном. Я просто удивляюсь, какая была здесь вентиляция, что сварочный цех находился под землей. Потому что, как вы понимаете, при сварочных работах очень сильно выделяется дым и во многом сгорает кислород, много сгорает кислорода.
такие вот ступенечки на самый верх. Поражает размер этого объекта. Мне еще не приходилось быть в подобных объектах. Тем более в таком прекрасном сохране. Здесь производственные какие-то помещения. Здесь второе производственное помещение. Ну и третье. Здесь просто пустая комната. Пойдем посмотрим, что там. Это время проведения испытаний этой площадки. 2000 год. Ну, как я и сказал, объект работал где-то до 2001 года. После чего находится то ли в консервации, то ли попросту заброшен. Шлюз номер 1. Это у нас гидравлическая станция, которая приводила в действие гермодвери. Сейчас я вам покажу эту гермодверь. Вот она. Толщина этой двери практически метр. Это погрузчик. И сверху идет троллей для его питания. Естественно, так как выработка подземная, техника, которая здесь работала, вся была электрическая. Вот, и для питания была проведена троллея, которым она питалась. Вот она наверху. В то время не было таких настолько мощных компактных аккумуляторов, которые сейчас. Поэтому приходилось все питать по проводам. Ну, это тот шахтный ствол. И здесь расписание спуска и подъема. Спуск и подъем выполнялся в клетях. Сигналы для спуска и подъема. Один стол, 2 клеть вверх, 2 редких, тихо вверх. То есть, когда подъем был груза, клеть просто шла вверх. Когда с людьми, то тихо вверх. Ну и также вниз. Здесь у
у нас предупреждающие таблички о том, что не стоит оставлять свет. Здесь цех. Ну, судя по запаху и наличию масла, скорее всего, здесь производилось обслуживание тех самых погрузчиков, ну и сопутствующей техники, которая еще использовалась на предприятии. Здесь у нас уже плиточка пошла. Опять какие-то складские помещения. Судя по плакатам, здесь была курилка. Календарь на 2001 год. Журналы. Плакат первой помощи. Какие-то складские помещения, столярная. Коль, пойдем дальше. Здесь у нас еще электрокары, которые доставляли оборудование, ну и если зерно, то зерно и так далее. То есть то, что перемещало по объекту. Это пульт управления, я так понимаю, вентиляционной частью для поддержания постоянного климата. То есть либо подача теплого воздуха, горячего на основании датчиков. Просто обязаны поставить лайк этому видео. Я думаю, редко встретите такие интересные места. И обязательно подпишитесь на канал. Ну, здесь у нас опять какой-то склад. Аккумуляторная. Вот и
АТС. Очень узкое помещение. Привет. Алло, Кабан, перезвони. Ну да, сюда он затопленный. Пойдем сходим. Нет, идет. Хорошо. Так, ну это система откачки воды. Так называемый зумф, куда все сточные воды стекаются и потом их откачивают на поверхность. Туда я не пойду, глубина там неизвестная, да и в целом это опасно. Так. Здесь у нас центральный водоотлив. Ну, опять же, полочка для самоспасателей. И вот самые основные насосы, которые выполняли перекачку воды из системы на поверхность. Даже какое-то давление есть, если верить прибору, и он исправен. То есть то помещение, что мы видели до этого, где вода, она непосредственно связана с этим. Там внизу вода, не видно. И уже за счет вот этих мощных насосов идет откачка воды на поверхность. Все в очень хорошем состоянии. Предполагаю, что они рабочие, так как небольшое количество воды в зумфе. С учетом того, что объект так давно заброшен, скорее всего, бы уже нижняя часть, ну или некоторые участки были погружены в воду, а тут все сухо. Вот он, один из шпуров. Разработка этого объекта велась буразрывным способом. То есть шпурились отверстия, туда закладывался динамит и взрывался. Вот, удалось найти два самоспасателя, которые помогают вырабатывать кислород. Ну и какое-то время через них можно дышать в случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы человек мог подняться наверх. Выработка кислорода происходит за счет химической реакции. Здесь
Вот вентиляционный штрек. Да. А вот и система вентиляции. Вот это шайтан. Турбину на тазик надо кому? Вот второй вентилятор. Ну да. Чтобы вы понимали, здесь диаметр этого вентилятора 1,3 м. И он здесь не один. Так, ну это трубки. Так скажем, огромные радиаторы, в котором проходили, ну, как правило, это хладоген, для того, чтобы поддержать комфортную температуру для хранения зерна. Так, мы находимся в вентиляционном штреке северного крыла. Вентиляционный штрек южного крыла. Камера. Так он выглядит. Проход. Это труба, питающая те радиаторы. Система вентиляции. Чуть -1 не был, чуть не упал. Так, откуда мы пришли? Оттуда, нам туда, да. Так, ну мы к стволу вышли. Вот мы и поднялись на поверхность. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а если оно наберет большое количество лайков, я обещаю, что я спущусь в этот объект еще раз и исследую его более подробно. Всем пока!